это Граф. Без ложной скромности, Граф – один из самых популярных проектов, которые у нас покупают, причем уже на протяжении 4, наверное, лет. То есть каждый год только в Беларуси не меньше 30 проектов продается. Ну и, соответственно, люди строятся по этому проекту. За что же его так полюбили? Хороший вопрос. Ну, во-первых, это наш маркетинг, не без этого. Вот. Но на самом деле мне этот дом очень нравится, потому что его планировка, его внешний вид на самом деле очень удачные. Вот видите, угловое окошко у нас тут есть красивое, тоже такая изюминка, которая... Его побаиваются, но на самом деле нечего там бояться, ничего сложного в этом окне нет. Планировка очень удачная. Пойдемте посмотрим. Дом небольшой площади. Здесь у нас суммарно 110 квадратных метров. 3 жилые комнаты. В общем-то, ну, тот минимум, который необходим для того, чтобы переехать за город и комфортно проживать. Значит, на входе у нас есть вот такое вот крылечко. Оно специально у нас утоплено. Для чего? Для того, чтобы увеличить свес крыши. То есть пришли сюда, там ключики достаем, пока там пакеты в руках, чтобы дождик не сильно капал. Ну и здесь при необходимости можно какую-то лавочку поставить, небольшой стульчик, чтобы присесть. У нас чуть позже здесь будет дозаливаться, соответственно, крыльцо уже со ступенями вниз, пока мы тут участок планируем. Поэтому это будет делаться уже в следующем году. Итак, заходим в дом. Попадаем сразу же в тамбур, небольшое помещение. Здесь, в общем-то, достаточно места, чтобы организовать какой-то шкафчик небольшой, повесить какие-то там куртки, верхнюю одежду. Ну, собственно, и все. Это проходная зона, не надо уделять ей много внимания, я считаю. Дальше у нас уже есть при входе в дом гардеробная комната. Здесь уже гораздо больше места. Тут можно хранить как и межсезонные вещи, так и вещи на каждый день. При входе в дом по левую руку сразу же у нас есть санузел. Здесь пока немножко темновато, как бы, да, но здесь будет стоять унитаз, умывальник, то есть зайти помыть руки без всяких проблем можно. Дальше заходим в дом. Первая жилая комната. Здесь еще полов нет, поэтому я буду так это проваливаться пока. Значит, небольшая площадь, повторюсь, в масштабе дома площадью всего лишь 110 квадратных метров. Это нормально. Я иногда поражаюсь, когда разбирающиеся люди пишут в комментариях: а что это за площадь комнаты, там 12 метров. Ребята, дом 100 квадратных метров – это небольшой дом, это маленький дом. Поэтому, ну, не может в доме 100 квадратных метров площадь комнаты составлять там 20 метров. Это нелогично. Значит, здесь у нас по проекту должно быть еще одно окно вот на этой стеночке. И во второй спальне такая же история. Но заказчик пожелал убрать. У нас такая схема остекления. 2 окна – это проект дома Граф. Граф Б – одно окно. Вот мы совместили Граф и Граф Б. В этих помещениях у нас по одному окошку. Соответственно, площадь вот этого окна немножко расширилась. Это окно упразднилось. Здесь у нас еще полов нет, поэтому все это дело будет подниматься. Не обращайте на этот момент внимания. Выходим из этой спальни. Смотрим, что у нас дальше есть. По левую руку ванная комната. Здесь у нас будет стоять, собственно, ванная с душевой кабиной, унитаз, рукомойник. Места не очень много, да, собственно говоря, зачем здесь больше. Окно для естественного света и вентиляции предусмотрено. И тут у нас уже, видите, на этапе строительства мы заложили все коммуникации. То есть, когда здесь делаются полы, останется только развести трубы малого диаметра. Все остальное здесь уже есть. Следующая комната, тоже жилая. И тоже с одним окошком. Здесь окно упразднили, площадь этого остекления увеличили. Небольшая жилая комната, детская или для гостей, кто как будет пользоваться. И третья жилая комната с одним окошком. Выходя по коридорчику из этого всего, попадаем в помещение, где, в общем-то, мы будем проводить 80% времени. Гостиная, совмещенная с обеденной зоной здесь предполагается, и рабочей зоной кухни. Вот такая вот рабочая зона кухни. Небольшая, но уютная. И через вот такой большой портал попадаем на крытую свесом крыши террасу. Вот так она выглядит. Ну и здесь уже непосредственно можно будет еще продлить пол террасы, которая будет открытая. Так, и сердце дома. Помещение мини-котельной. Здесь небольшая площадь, но объем помещения позволяет подключить газовое оборудование согласно нормам Республики Беларусь. Кстати, интересно, что этот дом тоже построен по нашему проекту. Все коммуникации уже заложены. Останется только их раскупорить, когда будем уже прокладывать непосредственно
газовое оборудование. Даже газовая труба у нас уже на своей позиции. И, кстати, там очень даже легко можно разместить инвентарь для уборки. Щетку, там, швабру, пылесос там, и так далее. Рабочая зона кухни. На кухне предполагается П-образное размещение рабочей столешницы, чтобы все необходимое было у вас на расстоянии, как говорят, вытянутой руки. Здесь же на кухне есть вот это красивое угловое окно, которое, как предполагают некоторые хозяйки, будет мешать размещению систем хранения. То есть, грубо говоря, вот эти шкафчики, которые там над окном должны висеть, они у вас не разместятся. Ребята, сейчас кухня делается таким образом, что все системы хранения можно организовать в нижней части. И над окнами, в общем-то, можно ничего не развешивать. Все можно расположить в нижней зоне. Дальше. Тут же предполагается небольшой стол. Здесь у нас дом с 3 спальнями, поэтому предполагается проживание 3-4 человек. Небольшой столик на 4 человека здесь размещается. Дальше. Зона отдыха. Предполагается здесь, как я это вижу, диван. Напротив висит телевизор, чтобы не бликовало. И через вот такое большое остекление, видимо, это будет система патио, выходим на террасу. Что касается конструктива здания, этот дом стоит на плитном фундаменте с ребрами жесткостями, направленными вверх. То есть вот это ребро жесткости, видимая часть 35 сантиметров, это непосредственно плита. Это еще 20 сантиметров. И снизу под плитным фундаментом у нас еще есть бетонная подготовка. Стены дома выполнены из керамзитобетонных блоков толщиной 40 сантиметров. Еще 5 сантиметров каменной ваты будет выполняться в качестве утеплителя. Внутренние перегородки выполнены также из керамзитобетонных блоков толщиной 12 сантиметров. Кто спрашивает, можно ли заменить на газосиликат, без проблем. Толщина 40 сантиметров запросто меняется на газосиликат. Единственное, что может быть, это изменится высота венцов. То есть высота керамзитобетонного блока 24 сантиметра, газосиликатного 25. И при одинаковом количестве венцов может быть разная высота потолков. Это надо учитывать, когда вы меняете одни блоки на другие. Перекрытие в доме выполнено по деревянным балкам. И обратите внимание, что конструктивно у нас заложено 2 монолитных пояса. Первый монолитный пояс служит, во-первых, перемычками над окнами, над всеми. Вот это угловое окно, перемычка над ним тоже угловая. Да, все это дело защемляется. Сверху у нас есть небольшой ряд блоков и укладывается на монолитный пояс балки перекрытия. Сверху у нас идет второй монолитный пояс, к которому непосредственно уже крепится мауэрлат, и к нему уже цепляются стропильные ноги. Дом накрыт у нас цементно-песчаной черепицей, производства Забудова. Я очень люблю эту черепицу, я считаю, что ее сильно недооценивали, а сейчас, к сожалению, с ней уже есть проблемы, потому что завод Забудова нам уже не принадлежит, там будут выпускать черепицу тоже цементно-песчаную, но под другим брендом. Вот. Какое там будет качество, какая будет цена и на какой рынок это все дело будет производиться, пока не ясно, поэтому ничего сказать не могу. И у заказчика остался некий запас, мы его закинем куда-нибудь там в гараж или на чердак. Для чего? Для того, что если вдруг с черепицей что-то случится, ну мало ли там лопнуло, треснуло, взял, положил черепичку себе, и крыша будет как новая. Обратите внимание, дом стоит как бы на горе на такой. Это все привозной песок, который мы завозили, чтобы поднять площадку для строительства. Здесь, если видите участок с перепадом, вот уровень дороги у нас там вверху, и он как бы скатывается вниз ко второй дороге. И, в общем-то, вот во внутренней части нам пришлось подсыпать вот такую насыпь делать, чтобы сверху организовать плитный фундамент. Вот сейчас перед зимой мы еще вот сюда завезем песочка, притрамбуем, чтобы этот отвал увеличить. Потому что по весне будет вероятность того, что дожди будут идти, будет что-то стоять снег, и вот этот весь песочек, он будет вымываться, ну вот как здесь вот, из-под основания плитного фундамента. А этого допустить никак нельзя. Вот здесь хорошо видно, что мы должны получить в конечном итоге. Вот у нас есть основание забора, да, вот у нас есть плитный фундамент. Все, что между ними, нужно заполнить и затрамбовать песочком. Тогда все это дело будет стоять долгие годы.
этом объекте в этом году мы выполнили проект, адаптацию фундамента, возвели непосредственно фундамент, коммуникации в фундаменте заложили, стены и перегородки, монолитные перекрытия, деревянные балки, стропильную систему и накрыли все это дело цементно-песчаной черепицей. Уже сделали замеры окон, окна в производстве, до Нового года окошки должны стоять. Дополнительно приеду, сниму, все покажу по окошкам. Вот. А вы пока пишите в комментариях, понравился вам там дом или нет. Диванные строители, давайте высказывайте свои мнения, кидайте камни. И не забывайте подписаться, чтобы не пропускать свежие выпуски.